Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня я хочу начать видео. С прошлого вязовлога я начинала заказ и наконец-то я его закончила. И хотела с вами поделиться готовым результатом и заодно сразу упаковать его, чтобы девушка уже приехала, она его заберет. Она как раз таки будет гулять по Краснодару и заберет и отвезет его в Анапу. Первые, грызунки вы уже видели, это идет набор. А потом из игрушки обычно у нас превратился подвесной львенок, держатель, модуль для колясочки, либо для кроватки. Вот так он выглядит. Полностью связала уже комбинезончик, обвязала обычные шарики, здесь не бусинки, а бусинки деревянные, между вязаными бусинками находятся, и плюс пластмассовый держатель. Вот так вот выглядит игрушка. Комбинезончик съемный, но он очень плотно сидит на игрушке, поэтому если его снимут, то будет его очень тяжело одеть. Так вот, и закончила уже последний, это держатель для пустышки, либо для грызунка. Постаралась выдержать всю цветовую гамму, чтобы было в наборе. И вот так вот получился у меня держатель для пустышечки. Маленький тигреночек и тоже вязаные шарики, и между ними деревянные бусинки буковые. И также буковый держатель на железной основе. Заказывала на Алиэкспресс их всех. Вот так вот. И, в общем, такой вот набор у меня уезжает к львенку. Имя зовет Лев. И вот сделали такой набор для него. Упаковывать я буду, в принципе, как пакетики. Хоть даже игрушка передается из рук в руки, все равно, чтобы все игрушки были защищены. Вот. В принципе, все. Простая упаковка и очень красиво и мило смотрится. Вот так вот. Местное море в Краснодаре. Парк Галицкий, включили фонтанчики. И вот так вот тоже вдоль аллейки маленькие фонтанчики идут, там детки бегают. И туда дальше еще один большой есть. Мы на пикнике. В общем, пока дети развлекаются, я взяла 2 моточка повязать. Это я хочу тигренком довязать до... тигренка, это львеночка я взяла, чтобы довязать. Это я хочу начать завязать обезьянку для наличия. Вот, пока все развлекаются, муж там чипсы трескает, я повяжу.
Так, ну что, мы пришли с прогулки. Это я уже вязала. Я также продолжаю готовить мастер-класс на львеночка. Я успела связать, пока дети игрались по парку, немножко туловища и 2 ручки. Это все в ближайшее время появится в мастер-класс на львенка, также в группе ВКонтакте и в Яндекс.Дзене. И раз у меня меняются планы, 20-22 числа я еду в Анапу, и нужно, в общем, уже довязывать грузовик. Один заказ я закончила, и буду начинать вывязывать грузовичок, продолжать его делать, так как чтобы успеть и отдать его. Но это все уже чуть попозже я вам покажу. Всем приветик! Новый день влога, и хочу вам сразу же показать готовую игрушку. Я закончила львеночка, он получается у меня ростом 13 сантиметров, пряжа полностью полухлопок Yarn Jeans. Мастер-класс на львеночка будет внизу под видео, ссылочки в контакт и отдельная ссылка на Яндекс.Дзен. Так что проходите, вяжите и обязательно делитесь своими работами. У меня есть ВКонтакте группа, а в группе вы можете самостоятельно загружать свои фотографии, и потом, чтобы я могла их посмотреть. И они были у нас все в коллекции, в одной папочке. Вот, глазки здесь использовала номер 6 небольшие. Вышила носик, сделала ему пузика такого же оттенка, как и гриву. Гриву я ввязывала. Да, это все в мастер-классе я сфотографировала, также можно посмотреть и все понятненько связать. В общем, такая вот у меня игрушка получилась. Так, а дальше я хочу вам показать свой процесс по грузовичку. Прям для меня какое-то горе. Этот грузовичок вяжу сама. В принципе, вяжется несложно, просто вот это вот соединять все детальки для меня это не мои игрушки. Я не люблю вот это вот все вязать, вот это вот соединять. Поэтому мучаюсь с этим заказом, а вяжется все элементарно и просто на самом деле. А это пока я вяжу переднюю часть, крыша связана, бока и задняя часть. А впереди у нас получается будет зеркальце белым вывязываться, и потом все это опять сшиваться, наполняться. И самое сложное для меня, это надо будет вышить милую мордашку, так как это машинка Лея, это девочка, и нужно будет красиво ее оформить. Вот, в принципе, такие вот процессы за вчерашний вечер у меня получились. Сегодня еще успею повязать, и думаю, уже сегодня закончу и смогу ее уже пришить к основе. Вот. Примерно все расходы я постараюсь вам рассказать, но, грубо говоря, я думаю, что будет где-то около 100 с лишним грамм потраченной пряжи. Вот так вот. На данный момент у меня потрачено 36 серого Alize Cotton Gold. Плюс-минус я прибавила, приблизительно выйдет также граммов сколько и серого, примерно 35-37 грамм на кузов. И думаю, такая же часть выйдет на желтенькую штучку, на кузов желтый, в общем. Остается потом просто связать колесики, пришить их и сделать полностью оформление. На колесики закладки сделать. И здесь у нее еще впереди труба. Вот. Так что пойду дальше вязать и встретимся уже с вами чуть-чуть позже. Всем привет! Новый день, новое приветствие. Я опять подключаюсь к вам и хочу показать вам свои результаты по поводу грузовичка Леи. Единственное, знаете, что плохо тем, что нету где подсмотреть, как вообще вяжут люди. Есть только грузовичок Лева, но эти игрушки немножко отличаются. И мне больше интересно, как идет оформление мордочки у девочки. Я уже связала глазки, я их еще пока не перешивала, но, честно говоря, как-то несуразно смотрится. Может быть, это я со своей колокольни так считаю, но, в принципе, если автору не нравится, то игрушка будет переоформляться по-разному и по-разному. Так, что я вам хочу показать. Первый вариант, это здесь сидит машинист, кабина машиниста.
Изначально связала с такого огромного варианта. Она очень сильно растянулась при набивке наполнителя, и мне пришлось вот что с ней сделать. Мне не понравилось. Я изначально уже успела пришить ее, смотрела, крутилась вокруг этой машинки, уже сделала носик также, глазки. Но мне не нравится. Вот не нравится и все. И я вот порезала здесь все, вытащила наполнитель, а вот это вот я сейчас отправляю в мусорку. Потратила вот на это все добро я 43 грамма пряжи Yarn Argenza. Вот этот кусок у меня отправляется в мусорку. Распустить его распустить его не получится, так как здесь сшиты 5 деталек, 6 деталек. И каждого сначала распустить детальку, потом распустить этот кусочек. Это очень слишком трудоемкий, и я не стала тратить время вот на это. В общем, это у меня идет в мусорку. А дальше я начала вязать уже поменьше и вязала столбиками, полустолбиками обычными, но взяла крючок немножко побольше. И вот так вот у меня получается. В общем, я пока пришила здесь немножко кривенько, но здесь будет закрыто, так как здесь будет у нас находиться колесо, и сверху еще будет идти закладка. Вот, единственное, что мне не нравится, когда я вязала крючком 2,5 белую пряжу, а белая пряжа у нас Cotton Gold, и она отличается, она тоньше, чем Yarn Argenza. Вот Yarn Argenza вот так вот смотрит, а белый, видите, с просветами дырочек. Вот. Ну, может быть, когда будет оформление глазок, ресничек, бровок, и как-то будет смотреться по-другому. Вот, в принципе, такой вот у меня процесс. Вот на эту кабину машиниста у меня ушло 33 грамма пряжи. А я начала вязать уже кузов. Кузов будет желтенький. Также вяжу крючком номер 2,5 и столбиками без накида, обычными столбиками. Дно я буду делать двойным, так как это основа кузова, и чтобы она была плотненькая, надо делать его двойным. И между ними сделаю, наверное, пластмассовую прослойку, чтобы она не скручивалась, не мялась. Вот. Связала дополнительно уже 4 колесика к нему. Вот получается. И 2 закладочки на колесико, на передние. Так, примерно это будет выглядеть вот так вот. Если я правильно понимаю, как вяжут грузовичков лев голубеньких. Вот так вот колесико. И сверху вот эта вот закладка будет. То есть вот так вот будет смотреться грузовичок. Вот. Примерно вот так вот. И здесь уже будет кузов. Тоже сделаю на липучках его, чтобы он мог... Я сначала посмотрю по состоянию. Если он будет мягкий, так как это же полухлопок, то я, наверное, его пришью на полной основе, чтобы он не мялся и как бы оставался в приличном состоянии, когда ребенок будет с ним играться. Пришью на основе и пришью, наверное, вот сюда вот, чтобы он ровненько стоял. В общем, работы еще много по поводу грузовичка. Я надеюсь, я его закончу. Вот, а предыстория вообще этого грузовичка была такая веселая. Мне написали в Инстаграме. Я как бы не особо же любитель таких игрушек. Если я не получаю вдохновения, то я их заказы эти не беру. Но я не привыкла говорить нет, чтобы не обидеть своих заказчиков, да, вдруг они придут в следующий раз. Я обычно делаю вид, что я не увидела это сообщение, тем более в Инстаграме. Сейчас же он не особо хорошо работает, поэтому я решила промолчать. Но через некоторое время мне позвонили. Наверное, очень долго искали мой номер телефона в постах, так как я его вписала, но не везде. Но в итоге нашли мой номер телефона, позвонили и опять же спросили по поводу грузовичка Лёва, что мне писали в Инстаграме, но я, к сожалению, не увидела. Вот, как бы мне стыдно сейчас не было, но есть такие игрушки, которые, честно говоря, очень тяжело вяжутся без мастер-класса. И как бы не хочется тратить свое время, если вдруг игрушка не получится. И как бы мне, ладно, я эту игрушку оставлю, могу оставить своим детям. Вот, а если у кого нет детей, да, и игрушка потом не продастся, это просто потраченное огромное количество пряжи и
своего драгоценного времени, когда я могла сделать, например, другие игрушки для продажи, либо какой-нибудь написать мастер-класс. Вот. Рассказываю дальше. Получается, девушка мне пишет, я ей сказала, что в ближайшее время, до конца месяца, я заказы не принимаю, так как я занимаюсь другими заказами, игрушками для магазина, оформление и все такое. Она сказала, хорошо, мы подождем. То есть ее устраивает это. Я говорю, смотрите, если вы увидели игрушку грузовичка Лёву из плюшевой пряжи, то я из плюша не вяжу, то есть игрушка будет совсем другая. Да, нас тоже устраивает, что вы будете вязать из полухлопка. В общем, говорю, как бы я не пыталась девушку отговорить от этого заказа, у меня никак не получилось. Ну, пришлось сказать, что я посчитаю стоимость игрушки и пришлю вам в WhatsApp. То есть через некоторое время я прислала стоимость игрушки, девушку тоже устроила это, вот, и пришлось, конечно же, начать вязать. И в итоге вот я вяжу и, честно говоря, мучаюсь, потому что игрушка, я же говорю, не моя, это не те игрушки, которые я хочу и люблю вязать. И поэтому, когда нет вдохновения, очень тяжело это все создается. Вот, но все же я надеюсь, что у меня получится. Посмотрим. Но если девушка откажет, то откажет. Здесь ничего страшного, ну, в моем случае не будет. Так что жду окончания результата этой игрушки и посмотрим, что у меня получится. Вот, пойду дальше вязать. С вами я прощаюсь. Я вам показала все свои процессы сегодняшнего дня и подключусь уже завтра. Покажу, что у меня получилось. Все. Пока-пока и хорошего вам настроения. О, всем привет! У нас сегодня новый день, пятница. Хочу заключительное видео сделать и как раз таки перед столом хочу отснять свой рабочий процесс по поводу машинки Илеи. А куда я сейчас направляюсь? Я иду искать контейнера для погремушек. Именно что мне нужны кругленькие, это мне подсказали, что есть как бы в пятерочке, но я уже 2 пятерочки обошла, там есть то, что мне надо, но 30 рублей, нужно 3 десяточки закинуть. Иду в другую пятерочку, чтобы найти. В общем, чем дитя не тешилось, спасибо. Чем дитя не тешилось, короче, развлекаюсь как могу. Девочке 35 лет, ищет контейнеры. Вот, а с Алиэкспресс я не хочу заказывать, потому что они отвратительные. Точнее, если их просто обвязывать, например, то звук у них идет хороший. А если их погремушка, то наполнитель заглушает звук и получается не слышно. Поэтому вот иду искать другие варианты. Так что я в пути, в общем, дойду, покажу, что я имела в виду. И, ну, я надеюсь, кто погремушки вяжет, кто делает всякие погремушечки, тот поймет, о чем идет речь. Но все равно я сейчас дойду до пятерочки, вам покажу. В общем, вышли мы с пятерочки. Не нашла я там подходящий для себя. Один маленький контейнер прозрачный, который мне нужен, какая-то фигнюшка внутри, и стоит 30 рублей. То есть 3 десятки нужно закинуть. Я решила, что мне этот вариант не подходит. В общем, просто сходили, купили продуктов и идем сейчас домой. И буду думать, как и где брать мне для погремушек. Вот. В общем, сходили, потратили денег и идем домой. Все, тогда я встречусь с вами уже за рабочим столом. Так, ну что, я уже за рабочим столом. Буду показывать вам свой процесс недоделанный. Так, ну с чего хотела начать? С того, что у меня оказалось одно колесико меньше, чем все остальные. Это мне надо будет переделать, перевязывать. Этим я займусь в воскресенье. И остается мне пришить колесики 2 и оформить мордочку. Получается, сам кабину машиниста я пришила, передние колесики я пришила, и глушитель, да, у грузовиков я тоже уже пришила. И такая вот девочка у меня получается.
Я изначально делала простые черные глазки, но мне не нравилось, как выглядит. Она какая-то страшненькая. Как бы и так не особо у меня получается оформлять красиво, но с черными глазками она вообще получалась страшненькая. Решила сделать цветные и к цветным глазикам, голубеньким сделать яркий бант. В мультиках Лея то в шапочке, то еще что-нибудь у нее на голове есть, какой-нибудь аксессуар. На носик, и здесь будет вышита черная улыбка, черная ниточка улыбка. Вот. Буду оформлять также это все на воскресенье. Оставляю. На воскресенье, на субботу пришью колесики и связала кузов. В кузове я сделала небольшой каркас из проволоки. Проволока для творчества, она мягкая. Даже если кузов помнется, да, при игре, вот так вот, то его можно будет выпрямить, сделать как удобно. То есть мне понравился такой вариант с проволокой, я решила его оставить. Я его просто обвязала вокруг ряда и сделала потом еще дополнительный ряд, который мог закрыть вот это вот черные полосочки. Как бы все равно внутри видно это все, но снаружи будет это все симпатично смотреться. А вот в дальнейших у меня в процессах его пришить на кончики, здесь вот на ряду, и чтобы он открывался. Вот эту идейку я подсмотрела у мастера, она тоже вяжет грузовичков, и только из плюша. У нее здесь есть липучка на основе, что он открывается, прилипается, но я хочу еще сделать, как бы, ну я здесь делаю 2 дополнительные липучки, и липучку пришью вот здесь вот к голове, ну, кабине машиниста. И чтобы он прочно сидел, так как это хлопок, он со временем все равно станет еще мягче, чтобы он хотя бы держал форму и был более плотно к розовой штуке. В общем-то, пока буду выговаривать кабину. Вот так вот, в общем, такие вот у меня процессы. Этим я всем буду заниматься в воскресенье. Что я могу сказать по поводу, довольна я результатом или нет? Это для меня, конечно, огромный вызов самой себе, связать такую игрушку. Я не привыкла, я не вяжу таких игрушек, и для меня связать с нуля вот такую игрушку, ну, без мастер-класса, просто подсматривала в интернете, как выглядят грузовички, но, в принципе, я связала. Осталось ее дооформить, я сфотографирую и отправлю, конечно же, заказчице полностью результат. И что она скажет, от того уже будем и отталкиваться. Вот так вот. В принципе, когда игрушка уже более оформлена, мне понравилось, как она выглядит. И она получается яркая. Здесь голубой с розовым очень хорошо смотрится этот бантик. Желтенький кузов яркий. В общем, посмотрим. И в подарок будет яблочко здесь вот внутри. Яблочко у меня было давно связано. Решила, что как раз таки сюда это яблочко очень хорошо подойдет. Как раз таки девочка будет играться, выгружать, загружать. В общем, все осталось, в общем, все оформить. На этом этапе я буду с вами прощаться. Сегодня у нас пятница, заключительное видео. Буду заканчивать результаты. Надеюсь, вам понравилось такое видео с таким вот со сложным мне заказом, сложной моей работой. Вот. В дальнейшем я планирую после этого мастер-класса начать опять оформлять маленьких зверят, игрушки по одной схеме. У меня еще есть несколько игрушек, которых не выпустились. Это получается собачка мастер-класс ждут мастер-класс аксолотля, обезьянки и еще, по-моему, кого-то. Вот, так что буду оформлять. У меня в процессах на малышей очень много. У меня большой список по поводу игрушек этих. Я себе завела тетрадку чисто по маленьким игрушкам. Здесь список игрушек, которых я хочу связать и которых я связала. Надо еще дописать. И где уже оформлен МК. То есть эти игрушки уже есть. Вот. Лисенок МК надо сделать. Обезьянку. Крокодильчик. Крокодильчик есть.
Львенок нужно дописать, тоже есть мастер-класс. Аксолотль. В общем, динозаврика у меня еще как-то просили на ярмарке связать, такого маленького. В общем, работы еще очень много. К концу июля у меня еще есть 2 заказа, которые нужно уже оформить и отдать. И связать к 22 числу, к поездке в Анапу, надо довязать дыньку. Вот. Арбузик я связывала для детского садика, осталось связать дыньку. Так что работы много. Буду с вами прощаться. И до нового следующего влога. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий влог и следующие мастер-классы. Все, всем пока!